В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. А белорусы, все еще думаете, что вы в безопасности? Вы полагаете, что вы суверенны? Вы действительно считаете, что ваш дом, земля принадлежат вам? Посмотрите в глаза своих близких. Возможно, это последний раз, когда вы видите в них надежду. Ведь ваши дома и земли уже юридически принадлежат России, так решил Путин. Только он теперь намерен решать, дышать вам воздухом или ядерным пеплом. Он уже решил за вас, как вам жить. Он уже определил, как вы умрете. Он уже нашел тех, кто в этом виноват. Спойлер, это снова вы. Он уже начал танец смерти со своим заклятым врагом у Лукашенко. Сегодня еще есть вы, еще есть Беларусь. День завтрашний вас и Беларусь не существует. А на испепеленной земле будут жить буряты, якуты, а оброк собирать будут вассалы Кадырова. Как вам такое будущее? Такой завтрашний день, Беларусь, все еще интересно? Смотрите наш новый формат. Без сантиментов, стреляем в упор. Эксперт в студии, выпускник Краснознаменного института КГБ СССР имени Юрия Андропова. В настоящее время данное разведывательное учреждение именуется как Академия внешней разведки Российской Федерации. Кандидат психологических наук, ныне практикующий частный психотерапевт. Переназначение Лукашенко. Что, а главное, зачем скрывают от белорусов? И что же остается за кадром? Прежде чем продолжить, хочу сразу уточнить, я не претендую на абсолютную истину. Все, о чем пойдет речь, основано на фактах и специфических знаниях, которыми я обладаю как профессионал. Итак, приступим. Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему переназначения на пост президента Республики Беларусь. Ну а для староверов, наверное, удобнее услышать это как на тему очередных выборов президента Республики Беларусь. Не желаю погружать вас в избитые формулировки того, что уже многими сказано на эту тему ранее. Но предлагаю нам с вами порассуждать над тем, что, на мой взгляд, незаслуженно выпало из фокуса внимания многочисленных экспертов и инфлюенсеров, а именно над тем, что, вероятно, осталось в тени сложной политической игры Александра Лукашенко, и что, по моему убеждению, сформировало ту политику событий, которая нам позволяет визуально наблюдать последний месяц. Мы поразмышляем с вами над тем, какие сигналы и в каком направлении действительно посылает официальный Минск. Прежде чем приступить, хочу обсудить с вами альтернативное мнение в отношении событий 2020 года в Республике Беларусь. Это необходимо сделать потому, что в дальнейшее освещение событий будет непосредственно коррелироваться с таким алгоритмом мышления. Итак, все мы очевидцы того, что происходит сейчас, в настоящее время, а именно войны в соседнем государстве, в Украине. Весь мир содрогнулся от агрессии России в отношении Украины. Кремль развязал войну с небывалым масштабом в части применения всех типов вооружений, огневых средств, задействованных людских ресурсов и вовлеченных в это государств по обе стороны вооруженного конфликта. Была ли возможность предотвратить это? Существовала ли вероятность того, чтобы агрессор отказался от открытого военного вторжения в суверенную Украину? Убежден, что такая вероятность была. Но она растаяла в 20-м и далее в 21-м годах в Беларуси. И случилось непоправимо. Вы задавали себе когда-нибудь вопрос, что или кто действительно стоял за протестами белорусского народа в период президентских выборов в Беларуси в 2020 году?
какая истинная сила, назовем ее бенефициар, находилась по сути в тени и запустила необратимую реакцию – протест. Безусловно, для всех нас не секрет, что подавляющая часть белорусского общества действительно устала от действующей власти Лукашенко. Это обусловлено вполне объективными причинами, среди которых можно перечислить и такие, как новое поколение подрастающих людей, которые имеют возможность видеть, как живут люди в разных странах, в том числе и благодаря ресурсу интернет. И эти молодые люди, новое поколение, имеют более широкий спектр запросов, нежели их родители, многие из которых прожили большую часть своей жизни в СССР. И именно эти молодые люди не желают жить по уставам Лукашенко. Сюда же можно отнести и новые запросы общества, связанные в целом с динамическим развитием цивилизованной части современного мира, его прогрессом и, соответственно, желанием белорусов жить лучше, комфортнее. Сюда же можно отнести и низкий уровень личного благополучия подавляющего числа граждан, даже в сравнении с Россией, где более половины населения только по данным Росстата находится на нижней отметке уровня жизни. Сюда же мы также относим и очевидную для всех усталостность от персоны самого Лукашенко, который бессменно правит страной, и чем дольше он ей правит, тем все больше людей связывают собственное неблагополучие и экономическую деградацию страны исключительно с его персоной, с его решениями и его курсом. Обращаю ваше внимание на то, что Лукашенко в какой-то мере стал заложником собственного алгоритма. Так, с одной стороны, он действительно активно интересовался истинным положением дел в стране и в обществе. И есть масса примеров, когда он, не доверяя собственному окружению, пытался самостоятельно убедиться и разобраться в реально складывающейся обстановке на местах. Но, с другой стороны, его окружение за длительное время работы с ним хорошо изучило его психотип. Одной из негативных черт его характера оказалось то, что когда ему докладывали реальную обстановку по тому или иному вопросу, и эта информация шла вразрез с его ожиданиями, он неизбежно впадал в гнев. В результате жертвами этого становились те, кто, собственно, ему эту информацию докладывал, выполняя его же четкое требование. Таким образом, чиновники быстро усвоили простую формулу. Лукашенко должен слышать исключительно то, что ожидает. А если случаются проколы, то система всегда оперативно находила крайне. Примечательно, что крайне, в свою очередь, после обструкции Лукашенко и ряда репрессивных действий в виде получения условных сроков, домашних арестов и за редким исключением непродолжительных тюремных сроков, все равно оставался в обойме. Но, правда, на иных должностях и не на столь привилегированных позициях. И эти правила игры устраивали абсолютно всех. Однако такое положение дел в итоге крайне негативно сказалось на качественной составляющей государственного аппарата страны. И уже в 16-м и последующих годах было очевидно – Беларусь испытывает критическую нехватку квалифицированных кадров, в первую очередь в области среднего и высшего руководящего звена. Те, кто такими качествами обладал, старался избегать назначения на ответственные должности и предпочитал работать в тени своих недалеких руководителей, либо вообще уходил в частный бизнес или покидал страну, выстраивая свою жизнь за ее пределами. Но больше всех такое положение дел устраивало непосредственное окружение Лукашенко, поскольку прямо пропорционально было связано с их личным обогащением и не только в денежном смысле этого слова. Все эти тенденции, безусловно, были заметны и известны действующей власти Беларуси, однако ни один официальный Минск лицезрел эту проблему и искал ее решений. В первую очередь все эти тенденции, все эти настроения, вся эта напряженность и усталостность белорусского общества, а главное – уязвимые точки самой вертикали власти, самой системы управления, конечно же, были предметом очень глубокого и детального анализа и изучения со стороны главного противника, а именно Российской Федерации. Дело в том, что для того, чтобы начать такие масштабные действия, как вооруженное вторжение в иное государство, в частности, мы говорим сейчас об Украине, безусловно, необходимо произвести
достаточно сложный комплекс организационных и подготовительных мероприятий. В этот сложно подчиненный процесс вовлечены не только вооруженные силы страны-агрессора, не только его специальные службы, но и в целом весь спектр административных возможностей и рычагов государства-агрессора, в том числе и на внешнем поле, международной арене. Исхожу из того, что планы по вторжению в Украину с целью ее аннексии в том или ином виде Российской Федерации разрабатывались, начиная, вероятно, с 2000-х годов, а может быть и ранее. Время шло, и все это время российскими военными стратегами в недрах Генерального штаба Российской Федерации, Главного управления Генерального штаба Российской Федерации, ФСБ и СВР скрупулезно прорабатывались различные сценарии по аннексии территории Украины, Беларуси и, вероятно, некоторых иных бывших республик Советского Союза, которые по личному убеждению Путина являются предметом якобы неоспоримой собственности Российской Федерации. Эти планы модернизировались, ситуационно адаптировались к складывающимся условиям конкретных временных отрезков и ждали своего часа, а точнее окна возможностей. Наиболее ответственная роль в части создания необходимых условий для реализации главного замысла, несомненно, принадлежит специальным службам России, таким как ФСБ, Федеральная служба безопасности и СВР, служба внешней разведки. Ведь для того, чтобы осуществить такие масштабные действия, а именно военное вторжение в Украину, требовалось время и подготовка оперативных позиций. Безусловно, Беларусь в данной связи представляла собой огромный интерес для Кремля и лично для Путина. В первую очередь, здесь можно перечислить такие очевидные аспекты, как общая протяженность границы Беларуси с Украиной. Это ни много ни мало 1084 километра. Наиболее короткий маршрут движения к столице Украины, безусловно, лежит через Беларусь, через Гомельскую область Республики Беларусь. И именно белорусский плацдарм дает возможность отрезать Украину от единственного логистического окна. Мы ведем речь о Польше. Имеется в виду, мы рассматриваем ситуацию, если военная группировка начнет продвижение в направлении на Львов. Эксперты могут заявить, что такое продвижение маловероятно в силу сложного пересеченного рельефа местности на данном направлении. Это действительно так, рельеф там сложный. Вместе с тем, не безосновательно считаю, что при должном уровне планирования операции и соответствующих подготовительных мероприятий такой энергичный рывок с территории Беларуси был вполне возможен. При этом в случае его успеха Украина была бы полностью отрезана от поставок извне, с учетом господства ВКС России в небе региона на момент начала 2022 года. Даже если бы такая операция не увенчалась успехом, и наступающая российская группировка увязла бы в боях под Львовом, наличие самого факта боевых действий непосредственно вблизи границы с ЕС вряд ли бы подвигли Запад на поставки вооружений и боеприпасов в Украину. Напротив, все усилия Запада были бы сведены к спешному укреплению обороноспособности прилегающих к границе собственных территорий и насыщению боеприпасами и вооружением собственных вооруженных сил, в первую очередь Польской Республики. На момент 22 года белорусский плацдарм в известной мере являлся оптимальным для размещения ракетных батарей России, ее сил и средств ВКС и ударной фронтовой авиации с точки зрения оперативности их действий в части нанесения ударов по объектам украинской гражданской, военной и критической инфраструктуры. Наличие многочисленных ремонтных баз в Беларуси и дешевая квалифицированная рабочая сила делали предпочтительной ее в части осуществления оперативного ремонта боевой техники и летательных аппаратов. Развитая инфраструктура Республики Беларусь и наличие перерабатывающих предприятий гарантированно закрывали бы потребности наступающей с белорусского плацдарма российской группировки в части обеспечения горюче-смазочными материалами. Наличие современной медицинской инфраструктуры Беларуси и персонала позволяло бы оборудовать полевые госпиталя или задействовать уже имеющиеся объекты Минздрава Беларуси, их технические возможности для осуществления санитарного ухода за ранеными и оказания им иных видов медицинского лечения,
пополнение группировки российских вооруженных сил на белорусском плацдарме можно осуществлять максимально безопасным для самой России образом. Осуществление вторжения с разных направлений также, безусловно, усиливало возможности и потенциал захватчика к быстрым и эффективным действиям. Одновременное нападение с разных сторон, несомненно, ставит в очень затруднительное в части оказания организованного сопротивления по разным направлениям положение обороняющейся стороны Украины. Наличие белорусского плацдарма позволяет российскому агрессору держать в сильном напряжении власти некоторых стран ЕС, в первую очередь Польша, имеет общую границу с Беларусью протяженностью почти 400 километров. Литва с общей протяженностью сухопутной границы 679 километров, Латвия с общей протяженностью границы 173 километра. По сути, наличие войск страны-агрессора в Беларуси сковывает возможности сразу 3 стран-участниц блока НАТО. И самое главное, Донецкое и Луганское направления являлись наименее предпочтительными для развертывания вторжения, поскольку на этих направлениях, начиная с 2014 года, вооруженные силы Украины имели разветвленную сеть оборонительных рубежей, высокую плотность концентрации обстрелянных и закаленных в боях сил и средств вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Многие территории были оборудованы под минные поля, а вот прилегающие украинские территории к Беларуси такими качествами похвастать не могли. Беларусь всегда вела дружелюбную политику с любыми властями Украины. Активно работал бизнес. Более того, Лукашенко не признавал ни Крым, ни ДНР, ни ЛНР и открыто заявлял, что Беларусь никому не позволит вторгаться в Украину. Удар со стороны Беларуси еще мог нести и фактор предательской неожиданности для Украины. Обращаю ваше внимание, что все, что я перечислил, все эти положительные качества белорусского плацдарма, их предпочтительность для Кремля имели отношение к моменту начала 2022 года. Поясню, сегодня вооруженные силы Украины располагают широким ранжиром современных огневых средств, технических и боевых возможностей. Это существенно снижает приоритетность тех аспектов, их предпочтительность в лице агрессора, которые я перечислил ранее. Ведь в случае гипотетического начала открытого боевого противостояния между НАТО, с одной стороны, и Белоруссией и Россией с другой, ряд из перечисленных мною ранее преимуществ белорусского плацдарма по сути превращается в ловушку для войск агрессора и в первую очередь для вооруженных сил самой Беларуси. Таким образом, очевидным, что Российской Федерации был крайне важен, неимоверно важен такой фактор, как Беларусь. Однако, что же происходило в самой Беларуси? На самом деле, еще до введения ковидных ограничений по всему миру, Беларусь достаточно активно и продуктивно развивала свои отношения с Западом и с Европейским Союзом в первую очередь. На протяжении 3 лет, предшествующих ковидным ограничениям, произошли беспрецедентные изменения по взаимоотношению Запада и Беларуси, причем во всех форматах. Что примечательно, это произошло в том числе и по линии специальных служб, что никогда ранее не происходило за всю историю суверенного государства Республика Беларусь. Как вы можете понимать, такие тенденции, безусловно, не оставались без внимания России и, конечно же, болезненно воспринимались Москвой. В том числе и потому, что претензии Российской Федерации и ее аппетиты достаточно давно распространялись не только на Украину, но и на иные бывшие республики Советского Союза, которые, по мнению официальной Москвы, представляли и представляют для нее критическое значение. Таким образом, как мы понимаем, прежде чем осуществить свое главное намерение в части открытого вторжения в Украину и аннексии ее территорий, России необходимо было решить проблему с Беларусью, которая на тот момент времени уже проводила достаточно самостоятельную политику, направленную на сближение с Западом. В этой связи российскими спецслужбами была проведена комплексная операция, направленная на международную изоляцию Беларуси с целью ее последующего притяжения на орбиту Российской Федерации. Иными словами, перед российскими специальными службами стояла задача
по локализации угрозы самой самостоятельности Беларуси в области принятия независимых решений ее руководством и подготовки Беларуси и ее высшего руководства для действий в интересах Москвы. Здесь, безусловно, на руку сыграло много факторов, в том числе и ковидные ограничения, которые в известной мере повысили уровень истерии населения и ее тотального недоверия к государственным институтам и непосредственно лично Лукашенко. Вероятно, это в определенной мере позволило окончательно определиться российским спецслужбам с необходимыми для задействования ресурсами, силами и средствами и окном возможностей. Сейчас мы говорим о времени. Роли ключевого аспекта всей этой конструкции, на котором строилась оперативная комбинация России, отводилась фактору усталостности белорусского общества от самой персоны Лукашенко. Причем усталостности не только среди обычных граждан и обывателей, но в том числе и среди его личного окружения, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб. Российская Федерация на протяжении всего времени существования суверенной Беларуси ввела и ведет до сих пор разведывательное проникновение в различные белорусские государственные органы, биобизнес-сообщество, социально-общественные инициативы, высшее военное руководство, и убежден, что даже в ближайшем окружении Лукашенко с целью формирования своего лоббистского движения по продвижению собственных интересов. Конечно же, это не остается без внимания белорусской стороны, и в первую очередь КГБ Беларусь. Но здесь сразу стоит справочно сообщить, что по сложившейся практике, в случае, если КГБ Беларусь выявляет граждан, которые работают на спецслужбы России, по сложившейся практике Беларусь не может официально обвинить данных граждан в шпионаже в пользу России, исходя из того, что Россия является союзным государством. Как правило, в отношении таких персон возбуждаются дела по обычным криминальным статьям, таким, например, как коррупция, хищение государственной собственности, взятки, вплоть до распространения детской порнографии. И лишь в исключительных случаях посягательства на действующий конституционный строй. В большинстве случаев, если речь идет не о рядовых гражданах, то в таких случаях лица, которые подозреваются в шпионаже в пользу Российской Федерации, прежде чем в отношении данных лиц принимаются какие-то меры, они под тем или иным предлогом смещаются с занимаемых должностей и переводятся на несущественные позиции. Ну а далее в их отношении возбуждаются те или иные уголовные дела, приблизительно по той схеме, которую я озвучил ранее. Стоит отметить, что такая практика свойственна не только Беларуси. В целом это международная практика, и она свойственна всем государствам мира, находящихся в тех или иных военных союзах. Например, гипотетически, если MI5, это агентство контрразведывательной службы Великобритании, выявит гражданина Великобритании, работающего, например, на Центральное разведывательное управление США и передающего важную информацию в отношении тех или иных решений, проектов решения правительства Великобритании или ее премьер-министра, то будьте уверены, вы не найдете никаких официальных заявлений по этому поводу или открытых судов. Все пройдет по вышеописанной схеме, плюс-минус. Безусловно, по закрытым каналам специальных служб будут дипломатично заявлены ноты протеста, на которые придут недоуменные ответы с клятвенными заверениями дружбы и партнерства. И, может быть, с сожалением о том, что ввиду непредвиденных обстоятельств, непредвиденной ошибки, личных действий и инициатив задержанного возникла столь конфузная ситуация. Это делается исходя из того, что, как говорил ранее, официально юридически Беларусь и Россия – это союзные государства, которые декларируют нормы добрососедских отношений и невмешательства во внутренние дела друг друга. Хотя на самом деле со стороны Российской Федерации на протяжении всего времени и по настоящий день происходит активное формирование, как мы уже говорили, лоббистских движений с целью продвижения собственных интересов. Неустанно, на регулярной, постоянной основе ведется психологическая борьба, в целом социально-психологические оперативные эксперименты над населением Республики Беларусь с формированием, скажем так, стереотипа, выгодного Кремлю. Происходит активное внедрение в бизнес-круги и сообщества Республики Беларусь. То есть, по сути, мы ведем речь о активном формировании пятой колонны, активном и последовательном формировании,
которая так или иначе будет способствовать продвижению исключительно российских интересов. В 2020 году должны были состояться выборы президента Республики Беларусь. Безусловно, это очень удобный момент для начала, скажем так, завершающей стадии специальной операции Кремля. Если не по аннексии, то попытки, по сути, гибридного захвата Беларуси. За всю историю отношений российские политтехнологи и эксперты специальных служб достаточно хорошо изучили психотип Лукашенко, а также алгоритмы его поведения, его реакции в тех или иных ситуациях. На основании этого, полагаю, и был построен весь замысел. Так, по сути, россияне разыграли ситуацию Цусвамда с Беларусью. А именно, на карту были выставлены кандидаты, которые в дальнейшем прозвали новой оппозицией режима Лукашенко. Мы ведем речь о небезызвестном вам Тихановском, Цепкало и Бабарико. Но все эти кандидаты, по сути, имели прокремлевский след. В первом варианте, если кто-либо из этих кандидатов пришел бы к победе, безусловно, первое, что бы он стал делать, это попытка заручиться поддержкой Российской Федерации. А с учетом того, что кандидаты по своей природе априори уже были прокремлевскими, то вопрос последующих действий в части принуждения к выполнению пожеланий и стратегии Москвы органично разрешался бы сам по себе. Возможно, что вплоть и до юридической аннексии Республики Беларусь с полным прекращением ее суверенитета. Как вероятность победы альтернативных кандидатов с помощью поддержки улиц, так и первую победу самого Лукашенко. Первый вариант мы кратко проговорили буквально только что. Не вижу смысла уделять ему много внимания, потому как сработал второй сценарий, более изощренный по своей сути. Именно по этому сценарию идут сегодняшние события, и, вероятно, именно с ним так неистово борется Лукашенко. По второму сценарию, зная черту характера Лукашенко, он брутально подавляет протесты, что, безусловно, вызовет огромную негативную реакцию Запада с вытекающими отсюда последствиями в виде персональных санкций, секторальных санкций и прочего. И, соответственно, неизбежно возвращает Лукашенко на орбиту исключительно Российской Федерации. Если вы помните, в ходе протестов был момент, когда Кремль официально заявил о готовности направить в Беларусь многочисленные подразделения Росгвардии в целях помощи Лукашенко для стабилизации внутренней ситуации. Наверняка это сильно озадачило или должно было озадачить и испугать Лукашенко. Ведь он прекрасно отдает себе отчет, что подобная медвежья услуга из рук Кремля имела бы очень негативные последствия как для его правления в будущем, так и для суверенитета Беларуси в целом. Полагаю, у Лукашенко было крайне важно удержать ситуацию самому, с использованием исключительно собственных сил и средств, что отдать должное в итоге ему и удалось, но удалось путем запредельной брутальности и кровоточащего раскола всего гражданского общества Беларуси. В ходе предвыборной гонки за пост президента Республики Беларусь Москва допустила определенные провокации. Эти провокации были совершены для того, чтобы подогреть Лукашенко, то есть подготовить его к реактивным действиям в части объявления процента голосов, которые за него отдавались. Не секрет, что определенно ответственное ведомство Беларуси настойчиво рекомендовало Лукашенко оформить победу, пусть если и не во втором туре, а в первом, но с минимальным перевесом голосов – 52-62%, для того, чтобы естественным образом снизить общественное напряжение. То есть таким образом показать той части общества, которая действительно желала увидеть иного человека во власти, но только не Лукашенко, что их мнение и голос замечен, и что, возможно, скоро, в следующий раз, это может случиться. Однако Кремль настойчиво требовал от Лукашенко победы в первом туре и обещал всемирную поддержку в случае, если что-то пойдет, скажем так, ништяк. Тем самым спровоцировав Лукашенко, в том числе и через агентов влияния, собственных агентов влияния в его окружении, на необдуманный шаг в части объявления результата выборов путем победы в первом туре с наличием якобы 92% голосов белорусов. А зачем это делалось?
А делалось это потому, что Кремль прекрасно понимал, что для подавления протестного настроения в обществе Лукашенко прибегнет, причем исключительно к силовому сценарию. И иначе это было бы не подавить. Но для начала нужно иметь тех, кого подавлять. И эти люди должны быть достаточно разогреты, чтобы иметь желание и силы открыто выйти на улицу. Опыт предыдущих выборов показывал, что подавляющая часть белорусского общества уже традиционно инертно относилась к выборам президента и просто игнорировала даже посещение выборных участков. Те же немногочисленные по меркам страны толпы протестующих людей в Минске в прошлом явно были недостаточны для претворения оперативного замысла российских спецслужб в жизнь. Но на этот раз на улицы вышли люди во всех региональных центрах и в столице. На этот раз масштаб необходимой брутальности был гарантирован. При этом для того, чтобы добиться от Лукашенко иррациональных ходов, нужно было подогреть еще и его страхи. Лукашенко параноидальный человек. Необходимо было создать мнимую угрозу его физической жизни. Так, на территории третьих стран, где Россия имеет достаточно хорошие оперативные позиции, США, многие страны Европейского Союза, Украина, именно на их территории происходит скрупулезная работа под чужим флагом с выходцами из Беларуси на предмет попытки имитации попытки физического устранения президента Беларуси. Причем ряд из людей, которые попали в жернова этой сложной оперативной комбинации, в последующем были успешно задержаны, как в России, так и в Беларуси. Да, стоит только посмотреть на этих людей, услышать их речь и то, что они планировали, как сразу становится понятно, что данные личности были просто использованным материалом. Их использовали в темном. Они и понятия не имели о том, как сделать то, на что они якобы подписались. Но главное здесь – это было сформировать прямую угрозу жизни Лукашенко и его семье. И, что важно, показать еще и направление, откуда проистекала угроза. То есть не так важно, насколько фантастически, дилетантски, насколько просто нереалистично выглядят замыслы так называемых участников заговора в якобы покушении на Лукашенко, сколько важно озвучить сам факт наличия желания убить Лукашенко и показать направление, откуда проистекали угрозы ЕС, США, Украина. Вспомним ситуацию тех дней, и я думаю, при наличии интернета несложно будет посмотреть, о чем вещали передовые так называемые российские СМИ, и белорусские в том числе. Эфиры российских и белорусских СМИ пестрили сводками о том, что некими темными силами со стороны коллективного Запада готовилось покушение на Лукашенко руками граждан Беларуси, которые на момент якобы их подготовки покушения и вынашивания этих замыслов проживали на территории этих неназванных в большинстве своем стран Запада, в том числе и США. Некоторые задержанные выдавливали из себя, как были завербованы, в том числе и оперативниками Центрального разведуправления Соединенных Штатов Америки. Но правда заключается в том, что эти люди сами по себе, если посмотреть с ними интервью и послушать, что они говорят, честно говоря, возникает большое сомнение в целом в их адекватности, в том, что их психическое, в первую очередь, здоровье находится в нормальном состоянии. Хочу обратить ваше внимание, что если вы посмотрите все те выпуски российских и белорусских СМИ с многочисленными пересказами этих ужасных историй о покушении на Лукашенко и послушаете комментарии задержанных и обратите внимание, где происходили съемки, оперативные съемки, чем они делились между собой, то, я думаю, вы очень легко определите, что эти люди абсолютно не соблюдали базовых правил личной безопасности и конфиденциальности. Я уже не говорю о том, что многие из них открыто проводили встречи в общественных местах Москвы и городах Беларуси, где без смущения обсуждали детали своих фантастических планов по физическому устранению Лукашенко и ни много ни мало захвату еще и власти в стране. Но, повторюсь, как мы понимаем, суть здесь не в том, что планы эти были от начала до конца нереалистичными, и не в том, что все эти дилетанты при хорошем раскладе, в лучшем случае, должны выступать на каких-либо комических шоу.
Самое важное здесь – это то, что было открыто озвучено желание убить Лукашенко. У Лукашенко параноидальный тип личности, и это гарантированно сработало. Лукашенко стал жертвой собственных страхов, и колесо завертелось. Поразительно, что данный страх не отпускает его и по сей день, о чем красноречиво говорят его заявления в интервью на полях саммита стран БРИКС, в частности в интервью британскому журналисту BBC Стиву Якобсу. Если вы интересуетесь психологией, вы быстро ответите на вопрос, каким способом легко добиться контроля над человеком. Правильно? Манипулированием его страхами. Кремль беспощадно и безостановочно продолжает эту грязную забаву с Лукашенко и по сей день. Но вернемся в 2020 год. После того, что мы уже с вами проговорили, Россия приступает к следующему этапу своей многоходовки. Лукашенко побеждает под хруст костей небывалого количества собственных граждан. Реакция Запада крайне негативная и острая. И тут происходит еще один уникальный момент. Если раньше санкции Запада накладывались решением Запада по требованиям или рекомендациям их национальных организаций СТОП, исходя из их европейских, американских норм закона и права и их видения развития ситуации, то здесь впервые в истории сами граждане Беларуси стали вызывать санкции на свою страну. Это не просто упростило их введение, но и позволило ей сделать беспрецедентно обширным. Мы сейчас ведем речь о тех действиях так называемого лидера протестов Тихановской и ее команды. Безусловно, для меня, например, очевидно, что лидером протестов она не являлась. Голосование носило протестный характер, и люди были готовы отдать свои голоса кому угодно, но только не Лукашенко. Не Лукашенко и не его спойлером, фейковым кандидатом от его администрации. Поэтому, по моему убеждению, правильно говорить, что Тихановская, причем так же, как и Колесникова, являлась лицом протеста, но не его лидером. Впрочем, быть исключительно лицом, ширмой для чего-либо, вероятно, это единственная способность этого человека. Полагаю, это стало очевидным для большинства белорусов, независимо от их политических предпочтений, буквально в течение года после того, как Тихановская покинула Беларусь в рамках сделки с Лукашенко. Примечательно, что о характере этой сделки Тихановская упорно молчит. Вероятно, молчит в надежде, что переживет Лукашенко и изложит исключительно свой вариант, а точнее плод своих фантазий на конкретный задокументированный факт. А то, что сделка задокументирована Лукашенко, сомнений у меня лично нет, а у вас? Потому Светлана и хранит молчание, поскольку при живом Лукашенко ложь сказать будет трудно, опровержение не заставит себя долго ждать. Далее, после того, как все завершилось, такие акторы, как Тихановский и некоторые иные, просто потеряли свою значимость для бенефициара, для Кремля. И как отработанный материал, как стартовые разгонные ступени у космической ракеты, их просто кинули как мячик в руки ЕС. В руки Европы, еще не пришедшей в себя от удивления в той части, что произошло и происходит в Беларуси. Причем, насколько изощренно это было сделано. Бенефициар заранее знал, что Европа очень старается соблюдать те нормы и ценности, которые она декларирует, даже если ей это уже становится невыгодно или влечет за собой какие-то минусы и риски. В отличие от России и Беларуси, политики Европы обязаны считаться с чаяниями собственного электората, который поверил в то, что они декларировали им. Поэтому Европа просто была вынуждена принять эту передачу, этот фальшивый пас, взять этот мяч и с ним возиться. Таков был расчет, но так и произошло. При этом самое главное, Беларусь была полностью изолирована и Европой, и иными странами, назовем так, цивилизованного Запада. И, безусловно, в такой ситуации Минска оставалась одна единственная возможность на выживание. Одно единственно возможное действие – это полностью безоговорочно прильнуть к России, что, к сожалению, и произошло. Примечательно, что Лукашенко в тот период времени, в 2021 году, выступая перед представителями СМИ и собственными чиновниками, однажды очень эмоционально и, я полагаю, очень искренне обратился к западным элитам. В своей речи он просил одуматься и не вводить масштабные санкции, потому что иначе тем самым они его толкают в орбиту России, что, к сожалению, случилось. Правда, Лукашенко не сказал слова «Россия», он кричал «Одумайтесь, вы толкаете меня
оттуда, показывая направление за свою спину. Очевидно, речь велась именно о России. Здесь позвольте мне дать и большой также комментарий. Чем опасны такие гибридные операции? Вероятно, услышав все, что я сказал, у вас может возникнуть много разных ощущений и вопросов в том числе. Ведь с одной стороны, если так размышлять, получается, что все вы работали в интересах России. Все те, кто выходил на улицы, все те, кто подавал это в медиа, в широко известный всем канал «Нефта» и так далее. Нет, это абсолютно не означает это. В этом-то и опасность этих гибридных операций. Для того, чтобы вам было проще понять, я приведу вам в пример землетрясение, которое произошло в Индийском океане 26 декабря 2004 года. Оно более известно как цунами в Суматре. Тогда погибло, только по официальным данным, до 300 тысяч человек. Что убило этих людей? Вода, волна, а она была не маленькая, 15 метров, цунами, обломки зданий, автомобилей, океан, в конце концов. Что бы вы из этого не выбрали, вы отчасти будете правы, но лишь отчасти. На самом деле их убила планета Земля, а именно разлом в коре Земли. Произошло сдвижение плато, сдвинулись целый ряд групп островов на 25-30 метров, произошел разлом, который сопровождался огромным выделением энергии. И вот этот разлом на большой глубине сформировал волну убийц, цунами. Датчик от событий вам известен. Так вот, правильный ответ причиной гибели, истинной причиной, это были движения земной коры. А средством, которое их убило, выступало все, что было перечислено ранее. Волна, вода, строительные материалы, остатки зданий и так далее. Я думаю, теперь вам проще понять путем этой аналогии, что такое гибридная операция вот в нашем случае, который мы с вами рассматриваем. Коварство заключается в том, что здесь берется естественный фактор. Мы его с вами оговорили. Это усталостность общества, это недовольство общества. То есть это естественный фактор, он не надуманный. Задача лишь, скажем так, в нашем случае инициировать этот разлом коры. Дальше весь процесс происходит весьма естественным образом, в ходе которого весьма естественно, органично появляются собственные лидеры, инициативы, проекты, нефты, целые организации. Люди, которые действительно искренне выходят на улицу. Все это обрастает естественными формами. Именно потому так трудно со стороны найти истинную цепочку, найти истинного бенефициара. В нашем случае это сделать было не так-то сложно. Но тем не менее, вы должны понимать, насколько эти операции опасны. В первую очередь они проводятся, еще раз говорю, на базе естественно складывающихся причин, а также путем заранее формирования предпосылок, формирования стойких клише в сознании людей, то есть подготовки людей невольно, люди это не сознают, но закладывается база, которая готовит и, по сути, движет ими в определенных обстоятельствах. То есть создаются предпосылки, когда человек, не осознавая, резко ощущает: да, я это хочу, да, я всегда хотел выйти на улицу, я всегда хотел поднять кулак, я всегда хотел протестовать. Ну, начнем с того, что в целом дух бунтарства это нормально, природно заложено в самом естестве человека. То есть в ходе таких операций они очень комплексные, и почему и уникальны, что это необычная войсковая операция, скажем так, это работа с огромной выборкой, с огромной группой населения, различными ее слоями этого общества, населения, с формированием вот этих предпосылок, с формированием клише, определенных закладки кирпичиков, определенной поведенческой линии, да, и далее человек действует весьма естественно. Поэтому, повторю, нет, все те, кто выходили на улицы, в подавляющем своем большинстве, люди выходили искренне и действовали искренне. Ровно так же, как я верю в то, что и очень многие инициативы на этой волне действовали естественным образом, натурально и искренне.
потому что враг выбрал коварное оружие, он выбрал естественную причину. А вот для чего? Вот что важно. Лукашенко за долгие годы сам стал заложником той ситуации, которую он и зародил. В первую очередь, когда начал свои заигрывания с Российской Федерацией и лично Путиным, которого он неизменно называет как старший брат, а граждан России старшими братьями белорусов, что, безусловно, возмущает любого вменяемого человека, проживающего в Беларуси. Да, то есть такое позиционирование сверху вниз. Заранее закладывается вот эта вот позиция принижения себя и собственных граждан. Причем это работает в обе стороны. А у россиян формируется, соответственно, невольно, даже подсознательно, имидж или, скажем так, нарратив, что они обладают правами неких старших братьев, товарищей и так далее. Примечательно, что Лукашенко, который декларирует многолекторную политику, сторонних, как говорится, не держать все яйца в одной корзине. А в действительности все их сложил именно в одну, да еще и мещанам. Мы говорим о России образца Путина и его подельников. Мы стараемся быть беспристрастными, и потому считаем своим долгом здесь и сейчас заявить, что во всем произошедшем с нами, с белорусами, как и в последующем с украинцами, есть большая толика ответственности и коллективного Запада, которая заключалась в том, что Запад незаслуженно обделил вниманием значимость Республики Беларусь в области построения региональной политики и ее возможностей в этой связи. Да, я веду речь о том, что в силу небрежного отношения коллективного Запада в целом, его разведывательные службы просто проморгали происходящую прямо в центре Европы уникальную операцию специальных служб России в рамках подготовки России для реализации своего главного замысла, а именно военного вторжения в Украину и аннексии Украины. И да, мы снова ведем речь о событиях 2020 года в Беларуси. Давайте на секунду предположим, что Европейский Союз, Великобритания и США вместо тех действий, которые они предприняли в отношении официального Минска, выступили бы с заявлениями о том, что все, что происходит в Беларуси, является в первую очередь ее внутренним делом. При этом традиционно выразили бы озабоченность в отношении репрессивного характера мер действующей власти с призывами к консолидации общества, выработке переговорных позиций, уважению прав и свобод граждан и так далее. То есть стандартный набор, который коллективный Запад всегда, и не только коллективный Запад, выражает. Любая страна делает эти стандартные заявления. Хочу упредить негодование определенной части зрителей, которая, возможно, уже в этот момент с негодованием заявляет, что это нонсенс, и как это так можно делать и так говорить. Так вот, предупреждая это негодование, я хочу привести вам свежий пример, как это можно. Давайте вспомним теперь события в Казахстане 2022 года. Все еще свежий пример. События в Казахстане в 2022 году. По масштабу и размаху кровопролития и случаев насильственных действий с обеих сторон события в Беларуси в 2020 году – это просто цветочки. Однако в случае с Казахстаном весь цивилизованный мир ограничился лишь выражением озабоченности и призывами соблюдать демократические нормы, права и свобода граждан, не более. И это с учетом того, что Назарбаев по своей сути был таким же автократом, или, если удобно, диктатором, как и Лукашенко. Тогда почему такая разная реакция? А реакция разная потому, что Казахстан воспринимался на момент 2022 года Евросоюзом и США как достаточно самостоятельный игрок, имеющий огромный природный потенциал. В том числе и потому, что Казахстан ведет огромную игру с Китаем, точнее находится в регионе доминирования Китая, а также в том числе и потому, вероятно, что коллективный Запад учел или, вероятно, увидел те свои ошибки, которые он допустил в просчете с Беларусью. Уверен, уже в 2022 году разведывательное сообщество США и в целом стран НАТО прекрасно понимало о намерениях России. Возможно, лишь уточнялись детали и даты. Но то, что это произойдет, Запад знал. И он понимал, надеюсь, понимал, какую ошибку он допустил накануне 2 года назад в вопросе с Беларусью. Теперь он не хотел ошибаться. Теперь он не хотел отдать и Казахстан России. И именно в том числе и потому реакция Запада на просто кровавую бойню в Казахстане была такой
мягкой и, можно сказать, негромкой. Ему важно было сохранить Казахстан как самостоятельную единицу. И если вы заметите, какие возможности это дало Казахстану сейчас. Сейчас в маневрах с таким опасным, страшным противником, как Россия. А вот Республика Беларусь, находящаяся на перекрестке Европы, по сути, являясь землеразделом между Европой и Евразией, не имеет веса в глазах ЕС, США, Великобритании, поскольку ошибочно считается государством-спутником России со всеми вытекающими последствиями. Во многом формированию такого стереотипа способствует и способствовала риторика лично Лукашенко, который на протяжении всей своей карьеры в отношении России вел исключительно заигрывающую риторику, забалтывающую, а также вся выстроенная им политическая игра вокруг и по поводу России. Все эти старшие братья, все вот эти атрибуты, да, вот все эти реверансы периода ухаживания. Так вот, если бы ЕС, Великобритания и США выступили с заявлениями о том, что все происходящее в Беларуси является ее внутренним делом, и не вводили таких ограничительных санкций, мер, то тем самым бы они сломали всю построенную, скрупулезно, кропотливо построенную схему Кремля. А главное, в чем я убежден, они выбили бы из-под ног Кремля опору для окончательного принятия решения о возможности наземного вторжения в Украину России. Это не изменило бы намерения Путина, нет. Но это дало бы возможность, в первую очередь Украине, нарастить свой потенциал и не потерять столько достойных сыновей и дочерей. А в случае с Беларусью, пусть и не безболезненно, но все же это дало бы эволюционно уверенно сближаться с Европой, чей менталитет и ценности гораздо ближе белорусам, нежели жителям современной России. Россия не смогла бы так безапелляционно действовать в Беларуси, скажем прямо, навязывать Лукашенко свои доктрины и алгоритмы действий. Им пришлось бы, вероятно, заниматься, политическим поеданием друг друга внутри самой России. Однако имеем, что имеем. А что же происходит сегодня? А самое главное, каким образом все те события, которые мы с вами обсудили, влияют на день сегодняшний и, возможно, формирование завтрашнего? И как это отражается в словах, делах и поступках главных акторов событий, которые мы с вами только что обсудили? Не пропустите, смотрите в нашем следующем выпуске, уже послезавтра.